Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded. Здрасте. И хватит. Поехали, просто мы поехали. У нас там осада. Я вот не понимаю, все-таки концовка это или нет. Если концовка что-то прям нифига себе долговато. Еще меня интересует вылазка, которую мы сделали. Она так и должна была закончиться или нет? То, что нашему другу пану в жопу стрелой попали. Вот. Так, пес, так, что у нас тут за дела-то хоть? Надо. А, у нас очень много необязательных. С Капернатусом. Я даже не знаю, кто это такой. Так, он с тобой болтать, сотник? Да. Ну, говори, чем мы можем тебе помочь. Угу. Понял. Вот и поболтали. И кто? Теперь ходи еще ищи. А, что ищи? В этой же игре есть маркеры. Блин, чё их так далеко раскидали-то? А. Ага. Ну, вообще, да, прям далековато. Так, тут здесь углежоги. Это у нас потом. Точно, блин, я сейчас по привычке аж нажимал на маунта. Ладно, поехали на каменоломню. Так, ну чё, с кем тут болтать-то? Ты. I'm honored that you should come to me. Угу. Так, вот. How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lordships? No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The lordling is wondering Паныч. if we're in urgent need of Пан it. Паныч. Well, to tell the truth, we don't have much meat. They bring it round often enough, but never as much as they should. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in mind. Так, я могу сходить за ним. Так, сейчас, секунду. Кстати, интересно, сколько я туда мяса должен впендюрить мерку? У него. Так, я принес мясо. I brought you some meat. Stack it over here. Сколько надо? 200! Окей, так. What's going on? Do we Подожди. have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all gone and we've drained the local inn dry. That's bad news. Don't I know it? You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, let's hear it. News like that'd refresh me almost as much as a drink. And the lads, too. Угу. Take care now. Так, что еще у вас тут?
С тобой, да? Ты кто? Ты чуть валя... А, нам с Бернардом они с тем поболтать. Что-то я тупанул. Shit. Sod off. Ну-ка, вставай. Собака. А сколько времени-то? Он спать лег. А, он еще просто не вставал. Ладно. Но нам нельзя отсюда уходить. Нам надо искать мясо. Много мяса. Ну, в принципе, кстати, несколько кабанчиков завалить и все. Чешских кабанчиков. Нам этого с головой хватит. Там очень много. Воу! Помню, в прошлый раз, когда я играл, я так и умер. Потому что меня так отнесло от стены. Лесник. Ну, теперь никто не откажу. Только вот Бернард спит, скотина. Он мне отказывает. И истории не хочет рассказывать. Опа. P6. Пес, вынюхивай, что здесь? Сундук или нет? Ну, вообще похож на сундук, но не активный. Ну, вот я смотрю, да, кто-то тут немножечко съехал с тропинки. Да, куда мы хоть бежим-то? Да, нам туда не нужно. Я так понял, это леса без дичи. Здорово, ребята, вот это что? Блин, ну леса здесь просто прекрасно. Опа, нифига себе. Кому-то не повезло. Знаешь, что это считается как происшествие. Ну, вообще, кстати, сложно с этим поспорить. Кстати, в принципе, нам не сказали, какое мясо, поэтому я думаю... Заячье тоже должно сойти. Только мы даже зайцев не можем найти. Даже зайцев. Уи. Мне так прикольно просто. Куда-то бежать. Просто бежать. Следишь, что ты делаешь. Прям по кайфу. Куда мы хоть забежали-то? Так, ну мы в свои леса забежали, в принципе. В Быславский, я думаю. Или они еще Сазавский считаются. Пока колючую проволоку встретим, не узнаем точно.
Это что за дорога? Она, а, нет, вот отмечена, да. Ну там, кстати, какой-то лагерь типа впереди. Блин, какие-то странные леса. Нет никакой дичи, вообще ничего. Странно. Хоть что-то должно, наверное, быть. Ну, я что-то не понимаю. Такие охотники, я такой себе. Ух ты. Ну, как я и говорил, здесь... Нашли их в самом непонятном месте. О, ну вот наше и мясо. 172. Так, ровно 200 сотен, 2 сотни, да, у нас? Да. Так. Я же отсюда смогу ее сразу этот засунуть? Да. Найс. Вот и все, с мясом разобрались. Еще и поели с котелка. Найс. О, скрытие замков. Ага. Ну, я же говорю, то, что вообще по кайфу. Просто идешь куда-то вперед, что-то вот тебе ой, есть какое-то задание, ты просто идешь, и все. И это сработало. И мы просто нашли. Просто потому, что мы шли куда-то. Это прекрасно. А мне во всех, да, конечно, мы... А, нет, ладно, кстати, смотрите. Нет, в 2. А, ну, конечно, то, что 3. 3 ближайшие. Даже 4. Ну, это попозже. Надеюсь, сотник-то проснулся уже. Что он нам хочет сказать? О, побежали. Ух ты. Какая-то вышка. О, туда можно залезть. Нифига себе. Ничего себе. Какой-то Вики нам дает полазить. Рейнджерская вышка. О, уголь. Класс. Реально класс. Чаще бы такие штуки были бы. С другой стороны, из-за того, что она не часто, это классно и сработает. Сейчас. Так, нет, мы немножко не туда едем. Ну или что-то в этом направлении. Ну да, в принципе. Если туда выезжать. Пойдем мясо, все. Сейчас багрим, потом. Мне просто интересно. Ну, я уверен, что-то с оружием должен быть сказать нам. Других вариантов. Так. Других вариантов, я думаю, у сотника нет. Ну, либо что-то с подготовкой связано. Давай, давай, я в тебя верю. Найс. Не зря я тебя не продал.
Так, вот он. Так, и там. Смотри, как быстро, братан. I brought you some. Stack it over here. Все. That's the lot. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. May the Я Lord даже не знаю, bless зачем you. нам уже золото нужно. Кстати, а где мы надамажились? Интересно. Так, он встал. Где он ходит? О, пописал. Так, где Бернард? Где Бернард? Короче, где он? How are you? Так, вот так. How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true, I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't Yeah. cure. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. When they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. But Christ knows they could do with something to flush the booze out of them and keep their eyes open. Так. Найди какого-нибудь травника. Понятно. Все. Как у тебя дела? How goes it, Sir Bernard? How goes it? We're sitting here under the castle, and all day long there's folks hewing stones. My ears are ringing as if I've been struck on the head, which is just how I feel. I felt that way too since the night of the attack. That went horribly wrong. And even so, we were lucky. Could have gone much worse. Понял. See you Так. later. Всё, тут мы, короче, взяли все знания, которые можем взять. Так, нас интересует травница, да? Только одна? Нет, смотрите, каждую мы тревожим. Что, погнали тогда. Ближайший. Ладно, сам добегу. Быстрее будет. Так, она на какую букву? Угу. Yeah. О, все еще лошадки наших бывших друзей тут стоят. Yeah. И все срубили нафиг. Все ради осады. Так, это она? Да. Yeah. Yeah. Так, привет, бабулька. God preserve you, good night. Can I do something for you? The troops are falling asleep on guard duty. Do you have anything to help? There's a recipe I know. I could brew up enough for 2 or 3 men with what I have here. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for it. Unless you were to do a bit of the legwork поехали. yourself. Ага.
Seems only reasonable, since I'm the one who wants it. What do you need? 1 handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's fresh. And a little wormwood wouldn't hurt. Так, Very well. At least 2 hand. All right. хорошо. Так, Good luck, Ben. что нам там надо? Так, мята 60, 30, немного полыни. Угу. Так, короче, тогда я не помню, сколько у нас в доме. Мы тогда отправимся в корчму вот сюда. У нас там есть потому что сундук. Соответственно, там у нас много трав могут быть. Что очень приятно. Ну и, соответственно, если они там есть, значит, нам их не нужно собирать. Паломник. Опа, кто там? Загадочник. Давай, 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 давай. Что вообще никого? Блин, это ты здесь. Попрошайка. Да. Нет, ты нам не подходишь, чувак. Блин, из-за этой музыки, которая играет, очень хочется в Обливиум полупиться. Так, сначала мы сбегаем, посмотрим. Угу. Что мне нужно? Так. Значит, сколько? Так, 60 мяты, 30 валерьяны, половина. Так, вообще надо посмотреть, есть ли у меня такое. Нет. Валерьяны. Возьмем. Мак. Блин, чуть-чуть не хватает. И полынь. Одна. О, валерьяны хватает. Я думал 60 что-то. Ну ладно, пусть пока валяется. Много не отягощает. А, нет. Да, мяты вот нам надо много полыни, не мяты. Так. О, пёс, ты чё? Полынь... Так, кстати, а в этом у нас нет ничего? Мяты здесь нету. Есть полынь. Жесть. Мяту уже легче найти, если что. Нам осталось, короче, только мяту, да, где-то раздобыть. Ладно, что-нибудь придумаем. Greetings. All the best. What do you think about Talmberg being attacked? Давай так. What do I think? That as long as decent people can live in peace, I can talk my way out of paying taxes. I don't care who my liege lord is.
Well, this new lord never forgets a man who fails to pay him a single groschen, and the poor probably go straight to the gallows for it. That's terrible news, especially for us. Poor folk. I hope you'll drive him out of here so fast he shit himself. Or hang him from the tallest Как tower заговорили-то? People usually shit themselves when that happens too. all to the good. A nice bit of manure and everything blossoms. Andrew, there's no more beer in Talmberg, and the soldiers are starting to grumble. Can't you send some there? I could. There's nothing in it for me. Just as a matter of interest, who do you pay your taxes to? You're saying I should be paying the Talmberg to old Sir Divish? When Sir Havel of Volbeck was the master here, I managed to wriggle out of it. Nobody's come collecting since. Well, right now, there are 3 noblemen camped by Talmberg, one of whom might be very interested to learn about all the tax you owe. I imagine he might want to collect it in the form of beer. When you put it like that, I have got a few kegs I could send over. I won't lose out too much. They'd only spoil if I kept them longer, and I'd have to throw them away. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those soldiers would drink it up long before it's time to go off. And what's more, what with all that cabbage being eaten, it wouldn't occur to anyone the shits came courtesy of the beer. I'll have them loaded up right away and taken there. And give their lordships my regards. Tell them I'm sending my best beer as a gift. Why the devil shouldn't I get some goodwill out of this at least? Ага. Так, все, тут мы закончили, да? Это что? Пока еще не нужно. Так, нам надо где-то раздобыть мяту. Вот я только не помню. Я знаю, что можем в соборе ее найти. Это точно. Я вот не помню, в каком из лесосадов. Еще их тоже не ходили, что ли. Неудобно получается. О, давай до травника сбегаем. В принципе, у нее может быть трава нужная нам. Вот, ребята, не особо много нужно. Так. Где она там? Все, мы уходим прям на восток. Едем на восток. Где потерял я свой носок? На. Так, и вот тут вот момент, да? God save. Так, мне нужна мята, если у тебя она есть. Если ты знаешь, что такое мята. Давай хотя бы столько. Это уже лучше. Так, еще чуть-чуть. 4 мяты не хватает. Жесть. А у тебя тут не растет мята случайно? Добрая госпожа. Мне если что, чуть-чуть нужно. Шалфей.
Барбос. Капуста. Нет. Видимо, нет. Так, куда еще можем отправиться? Надо было... Хотя я уверен, что у него тоже есть мята. Поэтому давайте-ка еще до суда отправимся. Лишь пойдем заодно поболтаем. Может, у него пиво получше, чем у Анджея. Все-таки мне не хочется, чтобы наши солдаты бахали в штаны во время боя. Так. Где мы? Привет. Здорово. God be with you. Ага. Is there anything suspicious? Nothing out of... Хорошо. I need to bring a few kegs of beer back to Talmberg. To Talmberg? Why? Actually, it doesn't matter. I don't care. Ага. I'm running low on beer and I've no kegs left. Ask again later or go ask elsewhere. Понял. Farewell. Так. Ну я чё сюда приехал-то? Зачем? Вот, ты мяту там не подаешь? Мистер Купец. I hope. Farewell. Ну, давай мята. Ладно. Что, погнали. Я реально очень надеюсь, что все-таки у нее есть мета. А нужно только 4 штучки. Так, давай поторгуемся. God be with you. God be with you. Найс. И как раз таки 5 штучек. У меня есть. Very well. So what? At least 2 handfuls of mint and 1 of valerian. All right. Я все собрал. I've gathered up all we need. Excellent.
This will probably do the trick. And do you have the wormwood? Here it is. Fine, fine. I'll get started. It's going to take a while. God be with you. А сколько ждать? Не понял. А. Так. Пойдем поболтаем, короче, насчет пивка. Так, и у нас еще есть варианты. Там нет-то. Нет-то. А зачем нам с девичьим поболтать? У нас есть задание такое? Ну да, кстати, поговорить с паном девичьим. Так, там, ну давайте тогда по корчмам пока покатаемся. А то вот в конце к углежогам заедем. Отправляемся мы в Самопеш. Беш, беш, Самопеш. Где же ты, а где же вещь? Сейчас мархаеды. Здесь там не ступанут. Так, где у вас тут, короче, дорогие мои друзья. Так, стоп. God Almighty, has some. Угу. I need to bring a few kegs of beer. I don't have anything that would last the journey there, and I certainly don't want. Понял. Значит, только один, да, подходит? По итогу. Анджей. Ну, и нам повезло с ним. Все так. Давайте в ледечко просто порофлим. Подумаю, ночью то поезжаем. Ночью поделать. Подождем. Таверну. И будем ждать, пока выйдут люди. А потом с ними поговорим. Так, на дороге. Что же может пойти не так, если мы остановимся? Может, из-за того, что мы договорились с Анджеем, поэтому остальные отказываются? Интересно. Так, там сейчас на мой факел выезжают. Давай, загружайся как быстрее. Пока там не попытались нас арестовать.
Ты чё, вы будешь играть? Все нормально. Так, чё, Картмарь вышел? О, шарлатан. Игрок из ледичку. Так, а чего все здесь сидели? Почему меня не пускали? Извините. Поговори ты со мной. I respect. What's happening? Nothing much, thank. I need to bring a few. I've hardly any beer left. Ага. But I have got a lot of goat's milk. You think that? Нет. Good luck to you. Короче, да, там только один поможет насчет пива. Все, мы всех объехали. Осталось только с углежогами дела. Ну, еще потом к Девишу заехать. Надо бы. Ну, кстати, вот интересно, все-таки это влияет как-то на исход боя, ну, или осады. Я не знаю, что там нас впереди ждет, чем мы занимаемся. Но раньше вроде как-то наши действия работали на какую-либо сторону. Будем надеяться, что мы сейчас не просто катаемся. Так, убежали там. Так, стоп. Что делаю? Нам на F, с F. How come you're wearing such... I'm looking for some pitch for Talmberg. Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ's blood. I hadn't heard the news.
All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. If you want to haul it away yourself, feel free, or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. Good luck, then. Так. Пусть кого-нибудь отправит, я не хочу за ним ехать. Так, мы хотим спать. Все, да? Ну и все. Только с Дивишем надо осталось только поболтать. И мы закончили. Подготовку осады. Погнали. Поспать надо будет. У нас силы заканчивают, одно если засейвится. Здорово, друзья. Там война идет, а они тут между собой махаются зачем-то. Ну вот, такие люди. Так, Дивиш где? А, вот он, то есть. Ну, фиг знает, откуда вырулил такой чувак. Это птачек? Ну как задница? Well, if it isn't the world-renowned victor of the rat-eye tourney, Henry of Skalitz. Are you wishing you'd stayed home at Rattay instead of joining in our nighttime venture? You must be joking. I haven't had so much fun since... actually ever. Really? Despite being wounded? Actually, you missed the best part. When I was hauling you like a sack of grain to the battlements dead to the world. It can't have been that much fun if I fell asleep. But you might have handled me a bit more gently. I'm black and blue all over. Oh, all right then. Next time I'll just leave you to Istvan's tender mercies. Nonsense. What would you do without me? Still, thank you for hauling me out of there. Anything for you, my lord. Take care. Да, где там? You and the other 100 mouths round here. Вот, стоит. Greetings. What do you need? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be told, and my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. The flesh can be healed, perhaps, but the spirit... Henry, can you do something for me? What is it you need, sir? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see mourning, and dead men, and I have to confess my sins. Good luck, then. Так. Ну, Багуту отправим по-любому туда. О, все. Класс. Отправляемся мы туда, получается. Так, скажи. Копию мы узнали. Ну да, сейчас сюда отправимся и потом оттуда к этой травнице заодно скатаемся. Поди ж ты. Багут, я думаю, вряд ли откажется. Он любит махать мечом, судя по всему. Поэтому должно все быть великолепно. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь.
Так. Где он там? Мастер-мечник. Боевой жрец наш. How are you? I brought you back that manuscript you lent me. Ah, the opus of Matthew of Yanov. I was wondering if I'd ever see Нифига it себе. again. Thanks, my son. Ты отдал. Что? There's something I need from you, Father Godwin. Is there, my son? How can I help? There are a lot of dead and wounded at Talmberg, and no one to make the sign of the cross on their foreheads. I'd like to help, but sadly I simply can't. My own parishioners are watching me closely, and if I make just one false move, they'll have the bishop down on my back. But Да Sir ё-моё. himself. If he wants me, let him come and speak to me himself. But I'm not going anywhere. It's your fault I have to live with a sword dangling over my head, Hal. And don't think I've forgotten it. I Понял. forced you to do anything. And just because I didn't help you out, you're denying God's forgiveness to innocent strangers. How dare you? Do you think I'd stoop to such pettiness? My reasons are honorable. All right, I understand. So why don't you turn it round on them? Why don't you say you'll go to Talmberg because it's the right thing to do and your Christian duty, even though you might be shot in the process, like that saint? Sebastian. That might help, I suppose. Tell me the truth. Is the air really thick with arrows? It is a siege, but all the camps are well out of range, so you don't have to worry about that. Well, see how the martyrdom angle works and then I'll go. At least getting out of here for a while will give me a break from all those judgmental looks. To forgive is human, damn it! Or is it to err that's human? I can never remember. Найс. God be with you. Вот так вот. Нет. Нет. Ну нет. Это жесть. Ну какого, блин, черта? Твою мать. Опять мы просто час потеряли. Я же не сохранился там. Я вот хотел сейчас ходить в эту чертову таверну. Я бежал в нее. Ну ладно, был шнапсово. Ну, твою мать. Ну и все сначала. Просто все с чертового начала. Причем, ладно бы, если это было бы интересное задание, но это же, блин, жесть. И он меня нигде не сохранил, скотина. Я же говорю, что иногда эта игра выдает такую фигуру. Не знали такое дело. Смотри, было бы хоть что-нибудь интересное, где там дерешься, а не вот это вот просто беготня разговоры. Ну опять животных искать, опять оленей, нам же там просто фартануло, блин.
Ну все, капец. Теперь я буду мыть весь стрим. Ну и чё, где мы теперь начинаем, блин? Жесть. Ничего не видно, ну, вообще ничего. Как начали, так и закончили. Ну твою мать, а ну что ты, игра, ну за что? Ну чё я такого плохого сегодня-то сделал? Ну или вчера, или позавчера. Ну, блин. Ну и опять этим дерьмом занимаюсь. Ну это реально... По-другому не скажешь. Реально заниматься вот этим дерьмом. Ну, потому что ты просто катаешься, занимаешься фигней. Сейчас. Ладно, хоть... Ладно, просто диалоги сейчас пропустим. Мясом разберемся, ладно. Я вот даже думал закупить его к чертям мне, чтобы еще бегал, время тратил. Попробуем заспидранить эту хрень. Вот еще эта вонючка еще спит. Так. У меня есть идея, как его поднять. Не? Сволоты. Давай про мясо, пиво, быстрее только. I'm at your... How we... No. Yeah. Do we... God be with you. Не, ну это реально жесть, просто жесть. Кто там? Кому что не нравится? Ну вставай уже. Мы все сделали, вообще абсолютно все. И игра такая, опа, хватит тебе, давай, Миша, все фигня, давай по новой. Ну еще вот этот спит, блин, ну давай вставай уже. Рассказывай мне про чуваков, которые там на посту не могут спать. Потому что хотя бы с травами проблем у нас особо не было. Надо сейчас сразу закупить их, прежде чем туда ехать, чтобы лишний раз не мотаться. Ну и по итогу, что нам нужно на самом деле? Сейчас. Ну ты издеваешься, что ли? Давай вставай. Ну, поговори ты сам. Ну почему я не могу ему влупить? Ну поговори ты со мной. Ну ты серьезно? Ну что это такое? Почему? Блин, как все хорошо шло, и все, как же меня это подорвало, это просто жесть. Где этот урод? Да, все, мне без разницы. Как у тебя там дела? Все, отстань. Мне не интересно твои дела больше. Так. Потом получается у нас... Травницу я потом поеду. Я знаю, что там надо. Интересует дивиш. Попробуем заспидранить эту фигню. Ну, я знал, ничего не может быть так хорошо. Вроде так все хорошо началось, вообще прям нормально шло, челово. И вот игра такая. Ты почилил? Часик или хватит? Ну-ка давай. Слишком хорошо идет. Так, где он там?
ну я хотя бы знаю, что это нам все. Нам каждый поможет, куда и что нам нужно. Это тоже важно. С птичком даже разговаривать неохота. Идем. Все, это мы только что все видели тебя. Быстрее бы с этим справиться, чтобы дальше пойти. Так, и значит, что мы делаем? Я вот думаю. Можно хоть... Ну, у него нет. У него, кстати, есть мясо. В принципе, да, можем с него начать тогда. Давайте с него и начнем. Сделаем этот круг, скажем так, почета. Будем начинать с него. Ну вот. Ну, я просто надеюсь, у него и мясо, может быть, закупить. И нам еще надо будет к той дальней травнице съездить тоже. Там мяту у нее закупить. В принципе, с нее надо было начать, но это не суть. Ладно. Сейчас быстренько пробежим. Скажем, что вот-вот все готово, все великолепно. Классные ребята. Так, тогда единственный согласился на это. Давай, погружайся. Так. Все. А, точно, мясо. Что у тебя там есть? Мне надо очень много мяса. Нет, у тебя нет столько мяса. Я все-таки самому дойти, ну, погнали. Что еще можно сказать? Там, ну, так все хорошо сложилось. Этих как-то нашли просто случайненько. Так просто. О. Так, где мы? Где мы? О, кстати, лесосад. Там рядом... О, и там косули, насколько я помню. Там лесосад и косули. Может, там мята есть в лесосаде? Есть мята тут? Давай, белладонна. Кстати, белладонна сорвемка. Ой, валерьян сойдет. Ну вот мята, конечно, лучше бы мята была. Ладно. На этот раз вот нет косуль? Есть. Да, мне кажется, мы в них фиг попадем.
Ну куда вы убегаете? О, крапива, мак. Если мята тут не жди. А зря. Да блин, попади ты уже. Так, одну мы вроде как бахнулись, я правильно увидел. Пониже, хотите сказать? Угу. Не понимаю я. Кстати. Не лучник я. Быть мне Хаукаем. Да чтоб тебя. Ну, а сейчас-то куда ушла стрела? Шесть. Я хоть попала она. Блин, да и выкинь ты это. Где эта фигня? Так. Мясо косули. А куда? А где ее снесло-то? Твою ж ты, блин, теперь еще что-то я... Ну нет. Ну где ты? В смысле? В смысле? А, я думал, игра Рофли надо, но ее же прям так снесло. А, вот она. Нет. Где, а где косули-то? Пес, ищи давай. Что ты ходишь-то? Нет, ну я столько стрелял в эту сволочь. Да блин. Как она вот так рофлит? Реально не пойму, подожди, а где она? Где он? Нет, это не то. Я стоял рядом с этой косулей примерно. То есть, если я убил вот эту, я подходил. И где-то, ну, она где-то тут должна быть. Вот тут, вот так. Я еще так посмотрел, ее снесло так неплохо. Думаю, нифига себе, в бочину влетела стрела. Ну, что такое? Собака еще не хочет искать. Когда это прям нужно. Когда вот не нужно, она становится рядом с трупом, который я стою рядом, и лает. Ну иди, давай, ищи. Где мы ее убили? Да твою ж ты мать, а ну зачем так поджигать людей? Лучше б я в доту играл. Так, сколько у меня там мяса? Лишнее брать не хочу. Так,
Это мясо мы сейчас... Не понял. Он же мне еще вот эти посчитал. Скотина. Ему еще 31 надо. Найс. А я мясо не трогай. Так, где там? Так, с этим мы разобрались. Теперь нас интересуют углежоги. То нам еще травнику ехать. Потому что мята пока как-то не наблюдается. Ай, к сожалению. Henry, I'm glad you came. Ага. God grant. Take care. И отправляемся мы в... Нет, мы не в Ужиц пока отправимся. Пока сначала сюда. И уже потом в Ужицу. И какой труп? И что тут за паломник? Только один может сейчас не поднять настроение. И кто ты? Это ты? Ладно, все великолепно. Чувак, давно тебя не видели. We've met before, haven't we? Да? I think, yes, we have. So, you know how it goes. Угу. Давай. That sounds good. Lend me your ears. A pilgrim on his journey meets three faiths. One is called truth and always speaks the truth. The second is called falsehood and always tells lies. The third is called wisdom and sometimes speaks the truth and sometimes lies. The trouble is that the pilgrim does not know which is which. Therefore, he asks each one a question. He starts with the fate on the left and asks her, which one is standing in the middle? And the fate replies, truth. He asks the middle one, which one are you? And the fate responds, wisdom. He asks the last one, which one is standing in the middle? And the fate replies, falsehood. The question is, which fate is which? First, second, and third. Так, подожди. Можешь повторить? Can you repeat? Certainly. A pilgrim on his journey. Так, The это... trouble is, Ага. he starts with the fate on the Кто стоит в left середине? Так, and asks истина. her, which one is standing in the middle? He asks the last one, which one is standing in the middle? Так, в середине. Типа истина. Так, стоп. Он спрашивает последнюю, кто стоит в середине. Она отвечает, что ложь. Предположим, все-таки истина последняя. Просто предположим, потому что... Can you repeat? Certainly. A pilgrim. The trouble is, he starts with the fate on the left and asks her, Это неправда. which one is standing in the middle?
And the fate replies, truth. He asks the last one, which one is standing in the middle? And the fate... Мудрость, ложь, истина. Wisdom. Quite Да. right. The fate in the middle cannot be truth, otherwise she would say so about herself, which would mean the fate on the left would be falsehood, and so also cannot be truth. Truth must therefore be the fate on the right, and taking her at her word, falsehood is in the middle. This leaves only wisdom as the one on the left. Well, what can I do? Here's Nice. We may well do. Хоть что-то настроение подняло. Найс. Так, отсюда сколько нам ехать? Травница. Ладно, это уж своим пешим. Хорошо, что нас остановили. Побольше бы вот этого чувака, конечно, встречать. Так, теперь нам где-то травницу найти. Прям, блин. Так, у тебя надо скупить всю мяту. И все. Тебе только ради мяты нужно. Мятная мята. God preserve you. Goodbye. Я просто не хочу потом к ней ехать. Так, значит, сразу кстати, из лошади надо все повытаскивать, что нас интересует. Интересует... Полынь. Ровно 6, как нужно. И... я забыл. Но остальное вроде мне так все валялось. Нас интересует только то, что вот у нас мята отсутствует. А, точно, нам надо сейчас еще сюда назад вернуться. Я же ее вытаскивал из сундука. Чуть не забыл. Валериан у нас... Надо сейчас посмотреть, сколько. Мяту мы все вытаскиваем. Так, валериан, вот у нас, мягко говоря, дофига. Так, все, полынь есть. Нас интересует теперь только опять 4 мята. Но мы и знаем, где их найти. Поехали.
И сейчас он не вылетит. I brought. There's something. Oh, it is a seat. Так. Теперь мы отправляемся к этой наружке. Старушка, бабушка. Это твоя избушка. В ней заяц спит. А лиса на улице бдит. А где он там? Хоть. А почему? Так, стоп, не понял. А, все. Но он мне не сказал, потому что, типа, я должен был сам найти, без маркера. Какая жесть, как люди могут проходить игры, когда они не знают, куда идти. Моровин, что ли? Блин. Все. Ну, когда до Моровин руки дойдут у меня. Наконец-таки. Так. Ага. Мяту продай мне быстро. Быстро. Мяту мне. Элей. Помню сколько. Стоит столько. I've gathered up. Excellent. Here it is. Fine. Goodbye. Так, сейчас пока съездим со всеми поболтаем. Да, чтобы мне все равно, что там сейчас произойдет. У нас шнапс есть. Его надо бахнуть. Сейчас слишком много всего наделал. Заранее. Я хочу по третий раз день сурка, мне не интересен. Ау. Я не вижу, куда бежать из-за надписей. Воу! Чуть не улетели. Так, где он там, этот игол? Сразу достанем. Так, томцы. I'm at your service. I brought you some.
Stack it. Всё. That's the lot. Great. Так, я I've нашел arranged пиво. some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. Угу. The charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. So Rubard will be pleased. What little we had left was running out, and he was getting worried. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take care of it. Good luck to you. Так. Следующее. Что у нас еще там осталось? Так, подготовка и поехали к Девишу. Вот, вот, то, что вот это вот должно быть. Мы потеряли время. Так, сейчас, секунду. Вот занялось это полчаса. Мы бы уже могли осаду вести какую-нибудь. Ну или чем там сейчас. Я не знаю, что там по квесту. Пока звучит как осада. Так, подожди, а почему нас сюда отправляют? Мгм. Понятно почему. Так, значит нам на юг. Я же нашел. Я же нашел. Не, ну что ты начинаешь? Greetings. I've arranged for a priest to come. He promised to take care of the people around here. Thank you, Henry. Lifting the spirit can help us all. See you later. Здесь можно поспать-то, ребят? Найс. Спим до утра. Надеюсь, она приготовит к этому времени. Найс. Все готово. Осталось только этот зелье. Только зелье. Только склянка зелья на столе. Тальберг еду я. Звать друзей. Фига себе. %. Найс. Ой, хрена. Приятно видеть надпись. Так. Покушаем. Я, кстати, кое-что не понял. Вопрос. Ну-ка. Ладно. Так, все, мы едем, получается, к бабульке. И верим, что она все подготовила. И нас остается только... В смысле найти лекаря? Ну окей, поехали. Чего уж нет. Ну давайте. Я хочу, чтобы все было готово, раз уж такие дела.
Yeah. Yeah. Так, ты, да? I've come to ask. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to Oh, do here, nice. so I'll gather my things and set off for Talmberg. Thank you, Father. May God reward you 1,000 times. Goodbye. Всё. Священник есть, лекарь есть. Все, осталась только травушка. Ну, травушка. Поехали. Ой, тут драка уже закончилась. Yeah. Yeah. Ровно на север. Погнали. Ну чё там, бабуль? Готова? Уже время прошло, как бы. Good God, what happened to your... И чё, и сколько I was ждать? at the Ujits when And how did it turn out? the women were making such a ruckus. The woodcutters took them for witches and burst in on them. They meant to kill them. Jesus Christ. And how did it end? I killed them all. Killed them? God Almighty. You killed the men who went to see what all the noise was about? I didn't have much of a choice. There was no talking with them. They were determined to kill the witches. I'm so sorry. Вот так. Holy Mother of God, you're my witness I meant no harm. Forgive my sins and have mercy on me in my final hour. And as for you, you'd better go. God bless. Я понимаю, что мне лучше уйти. Ты мне лучше скажи, когда зелье будет готово. May the Lord watch over you. Сколько ждать? Подожди, пока приготовится и снадобье. Ну, давайте еще сутки подождем. У тебя есть спать? Где поспать? Поспал бы. Ладно, здесь нельзя. Опа, у тебя тут что за садик? О, косульки. Блин, и что, и сколько ждать-то? Давай подождем. Следующего утра. Ладно. Потому что как-то странно.
Мы сейчас Фел, короче, с этим чуваком на Ив до сих пор не разговаривали. Вот, найс, иди сюда. God preserve you. So, is the concoction ready? All done. Here, take the keg. I won't be lugging a heavy great thing like that around myself. Thank you for your help. Well, best of luck, lad. Now, I need a rest. God bless. Так, поехали. Этот козел спит, да? Нет, смотрите. Не спит. Где он? Куда ты побежал? Ну-ка, стой. Greetings. This ought to help with your sleepy soldiers. What's in it? It stinks to hell. Yes, and it's hellish potent too. A drop in the evening, and you won't fall asleep till just before noon. Really? I hope it does the job. That it doesn't give him a runt in the process. Hopefully not. If it does, well, it's hard to sleep with a run, isn't it? True enough. You're not much good as a guard when you're squatting in the bushes. О, все, найс. Готово. Остался последний. Ну что ж, наконец-таки мы с тобой поболтаем. Пифар. God be with you, lad. What can I do for you? Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Кто такой Конрад Кейзер? Conrad Keyser? Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He Интересно. even took part in the siege of Nicopolis, together with Sigismund. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely, it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. He was with Sigismund. It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose he took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlen Castle. Banished? Like a common criminal? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. What's he doing here in Sasau?
They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. Ага. And how am I supposed to get him here? Abduct him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a word with him. By all accounts, he hates Sigismund. Все хорошо. All right, I'll do what I can. Thank you, Henry. Maybe we will build that trebuchet after all. What do you think? Ракетчик. Ой, расхрена. Так, отправляемся в Сазаву. И будем звать Раву. Вместе с ней будем мы рвать крапивку и делать из нее наливку. Так. Вообще, если его наняли, то давайте с привратником поболтаем. Привет, ты меня помнишь? Do you happen to know the whereabouts of Conrad Keyser? And what do you want from the old buzzard? Well. What? That old fool? The one who spends his time poring over old books instead of at the tavern? He's all locked away at the custodian's house. That's the big place in the courtyard by the monastery. Хорошо, well. See you later. Yeah. Так, и где он? Внизу, вверху? Наверху, видимо. Can I do anything to help? Ты кто? Да вы серьезно? Ладно, я так прорвусь. Наверное. Или нет? Так, ты кто? Ведь ты выходишь. Oh, come on. My humble greeting. Is this where Conrad Keyser lives? Indeed. The world-renowned Conrad Keyser.
Угу. I need to speak to him. Oh, really? Whatever for? Так. Нифига себе. Да, вот так. I'm a fellow thinker, and I'd like to discuss my hypotheses with Master Keezer. And what ones would those be exactly? Stronghold construction. I have this new idea for building, and a chat with the Master would be very valuable. That sounds important. Come on in. The master's inside. Сим Here's the мужик. key. Take care. Найс. Все-таки иногда просто надо поговорить с людьми. Здорово. Он здесь? Почему этот ролик интересный? Huh? By the horn of Joshua, you startled me. I thought you were urban. What do you want? Sir Tobias Fayfar, the master builder and engineer from Skalitz, sends his greetings. Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? It has, and we want to take it back. Master Fayfar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Почему? Why can't you leave? That's a long story. I was a little, more than a little, critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bettlern Castle. Так. They locked you up in Bettlern? Not quite. It's a royal castle. They leave me to my own devices there. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. And why are you here in Sasau? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So you see, I can't simply take my leave. Так. What is it you're working on, sir? Belli Fortis. A great book of war machines and weapons. My opus magnum, my legacy. All you have seen here are but snippets of my great work. Mark my words. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. Any day now, they'll plough our fields and milk our cattle. What did you say? Oh, nothing. Just thinking aloud about things for battle. Could I help you escape, perhaps? Who says I want to? But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building of the monastery here. And my word is my bond. I have no intention of sneaking away like some criminal. Угу. Who do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. Couldn't Carol be persuaded somehow? After all, the defence of the province is at stake. I realize that,
but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission, Carol won't be persuaded. But I might have another idea. What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You'll need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play dice. Nice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. I'll see what I can do. Пойдем сейчас его обыгрывать. Так, короче, одна из этих задач, да? Ну-ка, пойдем поболтаем с ним. Так. Нет, я не буду ничего красить, короче, мы будем в посте играть с ним. Мы давно этого не делали. И я не прочь покидать костяшку. Если сейчас не сработает. Так. А, я не туда приехал. Я вспомнил, где он. Да? God be with you. The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they Неожиданно. get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. An idiot who was nearly responsible for getting a man killed. I need some help from Master Conrad. Then go and talk to him. The thing is, he's already agreed, but he'd have to go to Talmberg. I can't consent to that. He signed a contract for building the monastery, and we pay him a pile of coin for every day he spends here. Так. Conrad would only have to leave for a few days. Surely you can manage without him for a short while. We might, if he didn't get himself killed there. I've given my answer. No. He stays here until the abbot says otherwise, and the abbot isn't here at the moment. Supposing I compensated you for his brief absence, perhaps with some coin? What use would coin be to me if the monastery roof collapses? Then I'd be the one having to pay compensation. But the conquest of Talmberg is more important for the province. From what I hear, it's awfully important first and foremost for your lord. Sassau's always been neutral. Мне сейчас страшно даже стало. Спасибо, Макс, за второй месяц. И второй месяц. Благодарю вас за поддержку. Thank you for your invaluable assistance. You're welcome. May God reward you in kind. Вопрос... Блин, ну это реально было страшно, я ж... Испугался. Так, он сказал, типа, до вечера с ним, да? Ну-ка, погнали в корчму.
Благодарим за благодарность, благодарную, благодарным. Ты лошадь. Так, мне сказали, что, короче, вот он играет здесь. Ну, давайте подождем. Вечер, да? Вечер поздний, вечер ранний. 2 месяца подряд. Там забавно, если галочку поставить, то он скажет, типа, оформляй в течение 2 месяцев, 2 месяца подряд. Немножечко я не понял эту тему. Когда-то. Или типа, если ты прервешься и будешь через месяц, то он тоже будет так считать. О, чувак. Ну когда сыграем с тобой? I hear you like to play dice. Always. Давай сыграем. Тебе конец. Черт, я у тебя все бабки заберу. Не хочется мне его отдавать. Честно. Ты сам уверен, что мы даже ни на что с этим играем? Давно, кстати, не кидали, реально. Давно-давно. Что у нас там? Да блин, а ты издеваешься? Ну давай, нормальные кости кидай. Давай. Класс. Накидались. Самое интересное, что мы даже ставку не сделали. Это забавно. Ну, я смотрю, как-то костяшки здесь так себе летят сейчас. О, это ценил. О, это победа. Лоу, нельзя было так с первого раунда тогда. Поехали. Are you sure you won't release Conrad? You won't be gone long? Not a chance. Well, anyway, I've heard it said there's not enough money to finish the construction. So, I thought as a lover of architecture, I might contribute. How the hell do you know that? That's neither here nor there. The important thing is to let me help you. How much will you give, damn you? Сколько? О, чувак, а что так много? Давай вот так вот тогда. Давай вот так. Так, даже вот так. Хочу 1600 тебе дать. Is this enough? More. Насколько? Сойдет. Давай вот так. You're flaying me here. Come now. Сойдет. Very well then. Keezer can go. It's been a pleasure doing business. Нам бабки некуда девать. Goodbye. Так, все, поехали, скажем нашему Конраду Курцу. Что пора гнать.
Мил. Так, а где он сейчас находится-то? Ну, типа здесь. Здорово. They're after me! Sweet Jesus, I knew this day would come! What? Who is... Carol said you can leave and... Leave? I can't even set foot outside the door! Not now! Please, calm down and tell me what's going on. They're after me! Кто? Who? Who's after you? Sigismund's people, of course! Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now he's decided to pay me back. What am I to do? What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kostolitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone was trying to force the door. They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. Take it easy. If someone's after you, I'll see to it. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. Так. Что у нас там? Ну, времени у нас немножко. Пойдем в Карчму, посмотрим, что там нам скажут. Yeah. О, здорово, Печа. Good day to you. What do you need? Would you be Master Pekar? Пейкар. I would. With whom do I have the pleasure? Henry, of Skalitz. And what do you want from me, Henry of Skalitz? Держись подальше. To ask why you've come to Sassau. An interrogation, then, I see. On business, of course. And who is it you're doing business with? Нифига себе. Why don't you ask about my mistresses instead? My trade partners are my own private concern. Давай сразу. Stay away from Master Kieser. Kieser? Conrad Kieser? Why should I want anything to do with him? So he doesn't need to worry about you? Worry? Good Lord, no. Why? We were friends. Right, that'll be everything. As the master instructs. May the Lord watch over you. Так, мне это не нравится. Так, переходить в полночь. Полная ночь. Или половина ночи. Или полая ночь. Меня больше интересует вопрос, а где я должен ныкаться? Типа.
Давайте мы типа вот тут такие сядем. Опа, спрятались. И чё? Так, время. Время. Это вот так. Без тихо. Только в полночь. Так, 1 минутка осталась. Посмотрим, пунктуальный ли этот убийца. Чё-то не особо. Пёс, хватит меня двигать. Я вообще реально не понимаю, то есть как. Что я должен сделать-то? Его дома. Ну, в принципе, это здесь тогда получается. Наверное. Спрячься хорошенько, или убийца не появится. Это очень интересный триггер, то есть как он работает. Что уже ночь. Ну, как-то не видно его. Просто сидим, смотрим.
Ну нет его здесь. Окей, поехали. Там не сработало. Ну окей. Давай здесь пусть может сработает. Там не сработало. Ну просто нам теперь, я так понял, искать точку триггера надо. Опять никого нет. Вот эти, конечно, задания вот такие вот немножечко. Не нравится мне. Да, просто какой-то триггер должен сработать, ну не пойми как. Блин, был бы это хотя бы топ-квест. Это, мать его, основной. Ничего, долго нам его ждать. Давайте хотя бы, я не знаю, может тогда... Не, ну может я опять неправильно понял, то есть там не в 12 надо, пока не рассветет. Но пока очень жиденько. Ну и чё? Давайте каждый час брать. Я думаю, часов до 4, наверное, можем. Ну, пока реально прям жестко. Да, Стасян. Окей, следующий час. Или... Он что-то прогружается. Долго. Блин, вот что не так вот. Живой. Просто опять же, вот и нам обязательно его надо подловить. Ну а как? Я должен подкрыть уже полночь, уже время прошло. Как эта фигня должна стрекерить, чтобы он появился? И давай еще. Ну это вообще бред. И
Не, давай здесь посмотрим. Прям вообще лучшее место пока что выходит. Блин, Стасян, кстати, ты ушел уже, да? Или еще здесь? Сколько-то время. Так, 12 еще нет, окей. Сейчас будет. Это такой вот у меня вопрос теперь. Ладно, сейчас мы все будем делать. А там только один вход. Эти. Ну да. Ну да, то получается только здесь караулить его. Окей. Экстасян, ты здесь? Нет? Этики. Нет? Ты там ям пробовал? А хочешь попробовать? Блин, у меня, кстати, сейчас идея появилась. Может, вот эта вот сволочь мешает? Блин, нифига себе, Она убежала. Получается лошадиное насилие. Можете за лошади, типа, не хочешь появляться. Просто если что, сегодня будет там я. Так, информация. Но я думаю, ты не захочешь его есть. По причинам интересным. Так, давайте снова попробуем сарай. Вот у нас... Ладно, пусть будет. Давайте предположим. Мы прячемся. Он с креветусами. Короче, получается сливочный суп с креветками.
Не, ну с другой стороны, креветки тоже. Ждем. Блин, сколько же духоты в конце, это жесть. Что не так с этим? Ну вот что, мать? Ты там кто-то есть? Что не так с этим квестом? Ну как его выполнять? Почему они не могли как с птачком сделать, чтобы ты сел там и все, и сиди и жди, пока кто-то появится? Нет, тут происходит такая вот, блин, фигня. Жди ты уже. Ладно, если мы опять сутки подождем, ладно, хер с ним с этим. Ночью не работает, такие ночи. Ладно, давайте подождем чертовы сутки опять. Может, типа он триггерится через сутки или вообще, ну... Ненавижу, когда вот в таких играх вот так вот должен триггерить. Как напоминает в этом, в Скайриме триггер с этим, с некромантом. Тоже такой же конченый квест из-за триггеров, которые ломаются просто на ровном месте. Либо просто не работают. Я не знаю, что это значит. Ну, по времени. Опять ждать. Чуть не дотянули. На сытость. Видишь, персонаж сытый. Опа. Серьезно? Получается сутки ждать. Блин, ну это, мягко говоря, это бред. Ну и что ты здесь делаешь? Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business, that Master Keezer had no reason to fear you, and then I catch you sneaking up to his door. Keezer? He's living here in the monastery? Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here.
Sir Sebastian von Berg. I supply him with Von salt Berg. and spices. And I've come to realise how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. Угу. Угу. All right. I suppose I'll have to take your word for it. But stop creeping around here at night. Все, мне главное увезти этого толстяка отсюда, и все. Остальное мне без разницы. And I need him in his right mind. Very well. That does sound like Conrad. I'll think up some other plan. Take care now. Все. Все, иди отсюда, чувак. Надо с Конрадом поболтать, чтобы он уже ушел отсюда. Здорово. Опа, у меня есть ключ. Здорово. Well, did you find anyone? Да. I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure, but I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. Все, наконец-таки. Поехали. Мне кажется, то, что он тигрится через сутки, это что-то прям такое себе. Ну и сделали. Так, ничего, мы теперь будем все-таки требушет бахать. Минус стены получается. Блин, даже не рассвело, куда он приехал. Что происходит? Ролик? Шариковый. Во, уже рассвело, найс. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall Опять not какие-то make the ребусы. same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Raketa to sweep the foe from the battlements. Roketa? I do not believe I've heard of such a term. Raketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me.
but I am very fond of Rocchetta, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. Видите выражение I лиц. understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Так, и чё? Где он там? Greetings. What do you need? I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. Well, I never. Glad I could be of service. Pig turns up willingly for the I'm slaughter. truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but go and have a look in my trunk. You might find something there. Что там происходит? Thank you. Что там происходит на заднем фоне? Они убили Фулфара у этого. Не понял, они... Ублюдок. Надо было его убить, да? Походу. А он живой? А, он живой, да, все, в чем проблема? Что происходит? Что за крики? Что происходит? Так, ладно, прежде чем это начнется, все-таки давай-ка, ну-ка, загрузимся. Просто на заднем, что-то на заднем фоне начал замес, я просто хочу посмотреть на него. Не, ну это скотина та еще. Еще среди бела дня напал. Я его увижу, я его найду. Теперь. Ну-ка, где ты там? А тут ты там пришел. Я тебя увижу первым теперь. Чё, где он там? Твою мать. Как это сработало? Я нападу за него мне просто интересно сейчас будет, что если напасть на него заранее до того, как он начнет это делать. Так, он пришел откуда-то оттуда. И он сразу идет с оружием в руках. Откуда он появился? Так, алло, что происходит? Почему? Откуда он вылез? Ну, только не говорит, что он просто в воздухе рисается. Да я вижу, как он разговаривает. Поговорили с ним уже разок, хватит. Надо было его там убивать. Так, я встану в бадью. Все, я теперь в бадье. Спи давай. Я на дефе. Я как башня. Я теперь буду как башня. Это... Да, дефенс. О, да, лол. Да в смысле? Очень хорошо дерется. Согласен, стоило он от того. Поговорил? Смотрите. На!
Все довольны. Сволочь. Ладно, не знаю, куда он убежал, потом разберемся. Greetings. What do you need? Так. Okay. That I'm fine. I probably shouldn't. Thank you. Это уже было. Так, и что теперь нам делать? Что на задание? Можем спать, получается. А что, кстати, замечу у него? В смысле украсть? Пес, отойди отсюда. Ну, ладно. Мы его убили. Главное, что мы его убили. Так, давайте проспим с... Хоть сток. Ну, мне нравится, как он просто пришел такой в лагерь вооруженных людей и пытался убить чувака. Великолепно. Вы еще не готовы? Через несколько дней. Я понял. Вот, короче, мы просто вот так вот делаем. Ждем сутки. Воздействие. То есть, Татьяна, тебе хоть сказали, как ехать? О, смотрите, нифига себе. Почти готов. О, готово. Шнапсика, пожалуйста. Выпьем за то, что мы закончили работы.
Let's see how strong those walls are. Let it rip! Нью. That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly. Ну, вообще в курс попасть это сложно, если I'll что. have the range in no time. Move. Move. God damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Сигизмунд. Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic? He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. И что, мы сейчас будем теперь оборону производить? Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear... We'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, Ай, организовывай joints don't deceive me, and they rarely do. It'll rain. оборону. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. И он стоит такой, а что происходит? Что, почему, где? My part in the battle, sir. I wanted to go with the Skalitz men. I need more than that from you. More, sir? В лагере сидеть. If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... Я не герой. Я хочу быть в авангарде. I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Skalitz men will be concealed in the woods over the road. But sir, I think I should... Да, ты в арьергарде. Don't underestimate the task I'm setting you.
You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Scouts. Мне нравится веселая музыка на фоне. Да, я готов. Что мне еще делать? Так, куда нам идти? Поехали. Так, сколько мы человек поубивали? Так, надумался. 218. А мы убийцы. Так. Даже маньяки. Так, и что, вот это вся моя банда? Эти вот 2 человека? Тун. Not yet. Не могу ничего делать. А, вот. А, то есть он сам скажет, как атаковать. Все одно. Не нравится, что мы просто стоим. Just a little longer. Вообще не так уж и много их. Я в соло могу больше отлупить. То есть нас не видят, да? At them! Charge! Ride those horsens into the dirt! Ну, вообще, кстати, они в доспехах хорошо, да? Давай, раз на раз, чувак. Выходи. Только не окружать.
Блин, мы его вообще не пробиваем. Это наша стремительная атака, если что. На. Это тоже наш враг? Почему-то наш враг. Так, брод мы защитили. Дальше. Но вообще они, кстати, и без нас хорошо справлялись. Так, снова. Давай, Гануш, лупи его. Интересно, что даже лучников никто не сделал. Никто не купил. А могли бы. А, ну, зато стрелы есть. Мне всегда казалось, что стрелять... Here's their leader. What? This boy. You should show a little more respect, Divish. Ух We ты. need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Heх. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. А вы что, сами не могли задать? Теперь еще требушет отдать. Так, что, продвигаемся? Ну, здесь... Лол. Как, что с тобой? Выглядит крипово.
Но у нас, кстати, довольно много еще бойцов осталось. Че, подожди, а куда нам бежать? Реально прям вот мы пешком вот этой банды будем бежать? Откуда у него столько солдат? Чтобы атаковать. А, лохи. Я просто надеюсь, что сейчас затриггерится, тупо вот и все. Нам не надо будет стоять ждать. Все бежать столько. Так, ну и чё тут? О, птачек, смотрите. Ты чего приоделся-то? Воу! Ладно, я понял, что ты приоделся. Ай. Я думал, мне помогут. То есть мы прошли слишком рано? Ладно, поможем. Так, мы все-таки лучше как бойцы, милишники. Да ё-моё. Да ё-моё. Ой-ой-ой, у нас проблемы. До свидания. О, откуда? Тачка-то молодец, смотрите, дефается такой. А помощь-то будет или все-таки мы реально зря пришли так рано? У меня хп нет. Где птачка? О, быстрее помоги защитить. Найс, защитили. Нам даже за это откуда-то галду получили. Гал... Блин, больно. Они чувака там ногами пинали? Well, Ща, подождите. The damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard.
Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Не, ну I если might ты have a хочешь, solution. можешь взять. What about exchanging hostages? Если He was the ты хочешь, captain чтобы of я... Banyik, and he bought Ishtvan's Там же reinforcements. Глинтвейн будем делать. Seems to be on very intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Не, ну может я что-то взял бы так, перекусить для начала, но... Там посмотрим. Всё, найс. Так, надо бы починиться, наверное. Найс. Ну там уже ближе и к делу посмотрим. Ну, я думаю, там не откажутся особо. Там уже по делу разберемся. Start talking, or make your peace with God. Ну, я, может, что-нибудь так взял бы себе. Перекусить. I won't betray my lord. Ah, Henry, just the man I want. This fool would rather hang than sing. А там уже, ну, ближе к делу надо позвонить, узнать. So maybe you can get something out of him. Но я знаю, что по-любому надо будет брать. Даже если тебе скажут, что не Well, надо. now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. Ни хрена себе. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you'd better think carefully about how you answer them. Так. Ну вот How это. did you meet him? What's that got to do with anything? Да блин. Так, стоп. Давайте по-другому сделаем. Все, заткнись, пожалуйста. Только не сохраняйся. Ну чертова игра, ну ты можешь быстрее это все закончить. Мне это не интересно, пожалуйста. Дайте мне загрузить игру. Я забыл просто себя помыть. Пошел на разговоры, блин. Да мать твою, а. Я же ждать 10 тысяч лет. Короче. Делаем легче. Просто надо чуть-чуть себе одежду себе вымыть и потом идти на разговор. Вот какая-то фигня была. Так дела не делаются. 10 тысяч загрузок, разговоров. Не сохраниться, не выйти, ничего не сделать. Ненавижу такие моменты. А если мне уйти, например, надо? А ты не можешь сохраниться, и все. Поэтому ты идешь в офис разработчиков и сышь им на двери за такие дела. И кто в этом виноват? Правильно, сами разработчики.
Попробуй снайпер, конечно, оружие точить. Так, всё. Есть у вас бадьяты? Ну... Все, обаяние 20. Найс. Надо тут починиться, потому что сейчас фиг его знает опять, что у нас будет. Сюда. Починко. Все, мы готовы к диалогу. Start talking, or make your peace with God. Do your worst. I won't betray my lord. Ah, Henry, just the man I want. Eric. Who would rather hang than sing? You know more about him than we do, so maybe you can get something out of him. Well now, Eric. Fuck. You need to check. Так, все, теперь где вы познакомились? How did you meet him? He killed my parents. What? Toth killed your parents? You can never understand. They were weak. Istvan strong. He took better care of me than any father. Ага. Так, окей. Кто такой тот? Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You. Да, попробуем. How many men does he have in the castle? Ого. How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to defend it. Ага. Ачивку дали его. Who does he take his orders from? Are you stupid? He works. Ну, сказать можно многое. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from... А если я тебе ногу сломаю прямо перед He'll ним? never accept an exchange. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? Все, до свидания. I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Конечно. Why should he save you? He'll sacrifice you, just like everyone in Vranic and Pribyslavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Ага. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Could it be your lovers? Одобряем. Never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Well done. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hanish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements.
Sir Istvan! What is it? Did our neighborly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. О, привет. Divish, I'm sorry. Следующий. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. Лол. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks, or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Так, и дальше-то что? Мне уже стало интересно, как же мы выйдем-то из этого положения. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready. Так, и что? Что мы делаем? Слово надо держать. И что это значит? Мы готовы. Так, куда нам? Его лагерь там. О. Да. Бим.
интересно, что птачек именно в этом лагере обитает. А не с дядей Ганушем. Ну что, готов? Good gracious, it's... What do you think of Master Keezer? I've already asked him to stay on here when this is over. His ideas are incredible, even that trebuchet. I can't wait to launch it. Sounds like you're sorry not to be the siege master. Who knows? I may still get a chance. How do you feel? Pissed off. I'd give anything to have seen you get here sooner. If only Istvan had stayed inside that fucking castle. I remember the first time it happened to me. But that was when you were a young blacksmith, when those thugs attacked you. I'm a nobleman, trained in combat and siegecraft, and even I... Well, I won't pretend I wasn't terrified. That's how it goes. There's nothing you can do about it. But Master Fafar may not survive the way they hacked him. If I'd been quicker, or if he'd at least started to run, but I... The main thing is it will be easier next time. You won't feel the horror quite so much. I hope so, Hal. Or I'll soon be getting sick of your pontifications. Are you wish? You must... You can't have... Да, уже было. Goodbye. Ну, сейчас так, все. Помылись перед боем, пойдем поболтать. Так, и шнапсика. Для смелости. Все, теперь мы храбрые бойцы. I'm glad you came. Готов служить? At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. Это я с Be радостью. delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. Good luck. И теперь мне туда ехать. Спасибо. Спасибо, игра. Ой, это кто это там катается? Кто здесь катается? Ганш, что ли? А, ну да. Че, дурак? Ладно. Так, ну что, давайте посмотрим, как это будет реализовано. Просто нажимаем и все, без прицела. Как тут заезжать? Load the trebuchet. Оп. Я прибыл. Что я должен? Нажимать. Туда клацать. А, там чувак проспал. Интересно, мы опять курицу убьем или будет посерьезнее урон? Ну, почти готово.
Так. Давайте смотреть за этим процессом. Ага. Колдун чертов. Kde Pámu nebesa, vodírali staré báby na trapaci do lesa. Od neděle Неплохо do поет. neděle hraje muziko veselé, jačička má roztrané. Так. О, погнали. Вум. Ну, звук был жесткий. Что теперь? Divish said... Sir Divish. Ладно. Sir Divish said you tell me what happens next. Aye. We're going to watch Ishvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Goodbye. То есть... И чё? А я могу просто сказать ему, типа, давай я подожду. А, вот, поговорить. Ну, окей. Я вернулся. Is something the matter? A few of them have taken to their heels. If they stop in Kutenberg, I'll be glad enough. But I fear they may have other plans. If those were the best of Ishvan's men, they could be lurking in the woods. They'll probably wait to attack us at the worst possible moment. My fear exactly. I won't breathe easy until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods at my back are clear. Can I count on you? Of course, Sir Evar. Would you like me to bring back their gear as evidence they're dead? That's not necessary. I trust you, Hal. You don't even have to do the killing, just let me know where you find them and that'll be that. There's no need for you to get hurt in the process. Понял. Так, чё и куда нам зачищать лагерям? Поехали. Так, начнем оттуда. Yeah. Надеюсь, хотя бы и небольшие отряды будут. Шесть. Я же офигел, что там взорвалось. Так, но площадь здесь большая. О, нет, кстати, так себе.
Опа. А тут что? Тут интересное место. Пес уже даже успел его пометить. Опа, сундучок. И кул. Мне касочки дали. На 18 только. Так, ладно, здесь можно пешком побегать. Так. Ну, это точно не вот этот лагерь. Потому что это наш лагерь. Ну, точнее, когда-то был нашим. С другой стороны, можно бегать в него. Мало ли, он неожиданно перешел в руки. Так, найди западный лагерь. Все-таки да, прикиньте. Ребят. Здесь драка идет. Ты кто? Окей, там как бы драка идет. С кем драться? Что происходит? Ага. На! Еще есть бойцы? Он побежал. Так, ладно, он куда-то побежал. Ты кто? И чё у тебя? Так, ладно, и... Это все? Бах. Так, этого момента сейчас я не понимаю, но и до сих пор еще комбат висит. Поэтому тут все не так просто. И враги-то. С кем они дерутся, куда они убежали? Ну чувак вот вообще туда вперед убежал и все. Лол. Мы по нему пробежались, я думаю, мы его убили. А он просто завалился. Смешно. Но пес где-то там, кстати. Если что, пес где-то вон там. То есть... Он, да. Вот в чем за прикол. У меня пес дрался с ним. А кто дерется-то? С кем мы? Я только по псу понял, что что-то здесь не так. Потому что я сначала подумал, а куда он делся-то? Что происходит? Расслабься. Я хуй. Так.
Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper here, and it's my job to protect these woods from poachers. Well, I'm certainly not poaching. In that case, you won't mind if I have... Конечно. Certainly. Да, чувак, я тут с разбойником как бы дрался. Так, а где мы его отлупили? Где, что произошло? Как мы здесь оказались? О, мать твою. Так, ладно, один лагерь уничтожен. Хорошо. Опять это звук. Так, следующий лагерь. Интересное место. Действительно интересно. Так, вообще тут лучше сохраниться, потому что в этот раз нам никто не поможет, я думаю. Что за дом? О, вышка. Кстати, а мы не это нашли? Я этого залазил еще. Искал это классное место. Ну, очень похоже, что это она. Если здесь уголь, то это она. Это она. Так. Где там? Какая у нас площадь? О, это да, вот это посложнее будет. Ну, это хорошо просматривается, конечно. Но... Если он так хорошо просматривается, то я бы предположил, что в этом месте тогда не должно быть деревьев, потому что иначе плохая идея, когда тебя за километр видят. О. Ребят, как дела? Hey, get out of here! This is no place for the likes of you. Дурак. Лучше мне рассказал бы. Get out of here! Какой злой. Я думал, это они. Be off, I say. Be gone from here. Да. Вот браконьер, например, шарит, что надо делать лагерь так, чтобы я не было видно. Ну, то есть, как
Можно дольше. О, охотный кабанчик. Чешские кабанчики. Задание на концовку дали так себе. Бегать по лесам и смотреть. Точнее, искать. Вот мне всю игру этого не хватало. Секунду. Поехали. Таких вот низинных удобнее всего было бы делать. Еще фиг найдешь же это ноги. Здесь чуть побольше, конечно, территория. Чем-то. Здесь полегче будет. Я думаю. Ну, что у нас тут? Просто водиться. Так. По краешку. А вон, кстати, лагерь. По крайней мере, похоже на него там по центру прям. Я не обратил на это внимание. Так. Здорово, чувак. Едь, мы ему в башню попали. Где еще? Так, мы типа нашли лагерь. Типа нашли. А, вот он.
Готов. А еще есть? Ладно, все. И это все ваши бойцы, серьезно? То есть куда мы ему хоть попали-то? Как загнулся, интересно. Ну, а нет, вон еще. Классно, ребятки. Охраняйте вы. Короче, здесь 3 бойца по итогу. Что жестко звучит, конечно. Прям в пах. Минус писюн. Добили. Смотрите, как мы, кстати, неплохо постреляли, на самом деле. А, там стрел исчезает, жаль. Стрел мне, пожалуйста. Все. Есть еще бойцы у вас тут? Нет? Ну, будем думать, что все, тут закончили. Так. Меня теперь больше еще интересует, как поступать. В принципе, лагерь мы зачистили, а считается ли он зачищенным? Там, ну, ничего не сообщили, еда, нет, ничего. Ну, просто обнаружили и хватит. То, что мы его снесли, это уже, наверное, не важно. Я не знаю, это в данном случае работает. Yeah. Так, давайте бахнем еще шнапсика. Yeah. Так, значит. Тут есть какие-нибудь обозначения? Здесь нет, да? О, привет. Hey! What's going on? Well, now, look what's come. Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Alarm! He's on the
best you can do. Had enough of fucking kill you. Hey, all of you, gather here. Ну-ка давай, я с вами по чесноку буду драться. Ну, относительно. Ну-ка, пашечку, давай. Никогда не раздевайтесь перед сном. Jesus Christ. Или хотя бы оружие не убирайте. Далеко. Все. А ты там живой? Больше не живой. На. Всё. Как вам, ребятки? Разбойничество, ну, в моих краях. Ну, в принципе, все. Я свернулся. Так, что, как там дела-то, песик? Барбосик. 69. Достаточно. Yeah. Yeah. Так, мистер Борг. I found all of their campsites. The rest of the woods are clear. That's a relief. Now let's relieve ourselves of this accursed Toth. Согласен. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You came too soon. Ну ты скажи, давай подождем вместе. Ну что это такое? Почему я должен вот так вот делать, садиться и ждать? Ждем сутки. Так, кстати, так, кажется, началось. Ну и ладно.
Ну и чё? Когда нам скажет? I'm here. Can't you see? See you later. Снова подождем. Еще сутки. Náš tatíček, nebožníček, dají jim pán Bůh nebesa, požírali staré baby na trapáči. О! Since Sir Divish's colours still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istvand's a stubborn bastard. All right. When do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. Я в барь. I'm ready. Вы все Glad to сделали. hear it. We're going to attack on two fronts. The north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Так, поехали. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keezer claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. How will we take the battlements? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. And the inner bailey? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through, or somehow get around them. Так, и... What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. Понял, я узнал все, что нужно. I think I've heard everything I need to know. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. Опа, а с чего это? You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. Офигенно. Даже выбора не дали. As an old soldier, this man must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I'll remember that. Good luck to you, stripling. Good luck to you, old soldier. Good luck, then.
Оп, тачка. Попал, смотрите. Урмы стены. Императорского дворца. Дера пойдет. Так, а что, как мы это делаем? Ну, тут я им не помощник. Врагов просто лупит. Пока добежали, у меня весь отряд полег. Ой, я могу уже лезть? Давайте, я первый покажу пример бойцам. Мне их просто не скинут. Здорово, пацаны, чё, как дела? Да дайте мне хотя бы оправиться чуть-чуть. Ё-моё. Где мои бойцы-то? О, все, я сделал твое дело. Лег. Сволочь, чё же, они такие крутые, да? Втроем на одного. О, сотник с нами, кстати. А чё мы вот это, кстати, не хотим открывать? Пол, это сейчас территория. Да, самое время мне об этом сообщать. И там вышло их, конечно, много. А меня бьет. Ты что ли? Ладно, давайте помогать дальним сначала. По бокам проходим. Ой, извини, чувак.
Так, куда дальше? Я даже КП чуть потерял. Что происходит? Как мы могли не бежать по кругу? Там дверь что-то. Ну ладно. Так, нам внутренний двор надо. Дальше. Все? Так. Все, захватили? Но какой ценой? Так, следующий шаг. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanish. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. If your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here, all bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks this truce answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him.
What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Интересно все-таки, чем же все это закончится. Bring the horses. Here she is. Меч-то хоть отдай. Not a hair on her head harmed. Divish. Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Не отдаст. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Кстати, молодец, Саптач. We really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Красава, Ян. Yeah. What should I say to him? Don't worry. It'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive. Он вел лошадь быстрее моей, кстати. Вроде бы. Хотя она самая медленная лошадь. Богемия. He's a noble, right? Yes. Yeah. So am I. So Radzig will be there. Yeah. Интересная самоирония у тачка. What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. Yeah. And now look at us. A pair of veterans. I was an apprentice blacksmith, not a turnip digger. Yeah. Same difference, you silly bugger. Блин, у него, кстати, доспех какой-то у стражей Гондора. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. What will you do now? Yeah. Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big.
But there'll be plenty of time for that later. Опа. А чё это нас так много? There's no sign of them. Move on. Смотрите-ка, он его отпустил. Glad to see Ishvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I've twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! All right, Father. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came О, along наконец-то узнали, and как его took зовут. care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Marquardt von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine,
A few good friends and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Ну что, все, конец? Окей. Смотрим титры. Не, ну трек в конце они, конечно, неплохой завернули.
Так. И куда надо? Воу. Окей. You're doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. That doesn't matter now. I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Это сон или приход, интересно? Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go. Don't go. No. Что будет-то? What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. Фига молодец. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Ты на частной территории. Угу. Понял. Так, что мы типа дальше теперь можем играть? Или что? Так, игра сохранена. Да? Задание началось эпилог. Ага, это еще даже не конец. Ух, нифига, смотрите, можно в окно посмотреть. Найс. Ведь я уже думал, мы закончили. Уже титры, все, мы уже увидели все, что можно. Титры, мультики и все такое. Так, и что, куда нам? А, нам в этот? В Ганушевский. Да. Так, лошадка.
Нифига себе. Stop right there. I have to search you. Ты дурак? Are you deaf? Да давай уже. Ну ты дурак, что ли? What's going on? Orders of it. Какого пана? Глупая горлопана. I'm here on important business. Yeah. Нифига себе офигевшие ребятки. Поехали. Так, что же там в эпилоге-то будет? Я уже думал, все, конец, но все показали. Сейчас будет тупо это, типа, не знаю, фриплей. Мы еще не все увидели. Угу. Oh, Hal. Are you going to the Здорово. meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Сколько можно загрузок-то, мать вашу? My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Gapen. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. Came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him.
Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected King of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghof is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts. And now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like scarlets? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me.
You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. Это типа задел на следующей части? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft the letter. Get ready, and we'll meet back here. Да ё-моё, да сколько можно там? Вы чего, ребят? Игра не заканчивается. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Berghoff is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Berghoff tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, Конечно. reply, and return. Мы с птачком едем, бать. Very well. Berghoff is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? Так, давай. Офигеть, поехали. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Who is he really, this Jobst? The cousin of King Wenceslas. He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert of the Palatinate against the king. And now suddenly, he's reversed his position. I don't know what led him to do it, and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him, but he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's grasped the scepter, it's hard to let it go again. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Who is this Prokop that Jobst spoke of? Jobst's brother, the king's cousin. He and Jobst warred over Moravian supremacy for years. Then they were allies for a while, betrayed Wenceslas and sided with Rupert of the Palatinate. But after Sigismund abducted Wenceslas, Prokop fomented a revolt against him, and Sigismund had him captured. Politics. Make of it what you will. I, for one, can't make head or tail of it most of the time. The League of Lords and that Berghoff we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses
Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghof, Heinrich of Radetz, and others. They're unhappy with the way their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way, so they may well be thinking twice. We'll see what Berghof has to say. I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own right. 7 years ago, he led a crusade against the Turks and was defeated at Nicopolis. Some say it was due to the recklessness of the French knights, most of whom were mercilessly slaughtered. Sigismund is ambitious and capable. He might well make a better ruler than Wenceslas, but he's arrogant, and to our misfortune, brutal. Not long ago, he himself was held captive by the Hungarian nobility. They dislike him as much as some of the Czech and German noblemen do his brother Wenceslas. Ironically, Wenceslas joined forces with Jobst to liberate him. And now this is how Sigismund repays his brother. There's no doubt about it, God does move in mysterious ways. Rupert of the Palatinate. That's a name I hadn't heard before today. Rupert is the Prince-Elector of the Palatinate. What's a Prince-Elector? The Prince-Electors are dignitaries of the Holy Roman Empire who have the right to elect the King of the Romans, who would then be crowned Holy Roman Emperor by the Pope. Rupert took the title for Про himself with Kurfürstов the я help узнал of благодаря the Вархаммеру, Prince-Electors, кстати even though говоря. Wenceslas had already been appointed. Some of the nobility in the empire recognized Rupert's claim, but when he went to Rome to be crowned emperor, it turned into a fiasco. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have two kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he switched allegiance. He seems to do that quite a lot. Секундочку. Так. That young man, Sir John of Liechtenstein. Why is he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria and Moravia. Sir John sits on Jobst's council. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. It could be very useful. Это все. That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. Ну что ж, давай уже. Так, где как? О. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but
Slaughtering and pillaging with a horde of barbarians, quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Блин, эта игра-то закончится или нет? Нет, я не против, это классная игра, но я просто к тому, что мне уже показали титр, я уже настроился уже минут 40 назад, что... Вот, поздравляем, вы завершили основной сюжет, вы все еще можете выполнять сторонние задания или просто путешествовать по миру. А чтобы завершить игру, присоединитесь к отряду пана Яна Птачка и ускочите с ним за пределы карты. Понял? Все, вот теперь игра закончена, да, официально. Все, у нас заданий никаких нету, нигде, ни там, ни сям. Офигенно. Блин, но все, что хочу сказать, это были крутые 2 месяца или 150 часов игры. Тут как посмотреть. Так, давайте через шнапс. Я остался доволен. Это реально было классно. Я не ждал таких штук. Все еще надеюсь, что нам игр хватит. Еще таких побольше. Ну, блин, реально было классно. Здесь много всяких штук было. Че, птачек, погнали. Закончим уже это дело. So, can we set off now, Henry? Так, ну и, соответственно, да, давно пора. Of course. I can't wait. So, to horse. The Lord of Berghoff is bound to be waiting as eagerly. Можно было на вот этом закончить? Нет, нам теперь еще ехать, да? Так, и докуда нам ехать, до края карты? А куда нам ехать-то реально? Подождите. Вы хотите сказать, мне еще 10 минут на лошади ехать? Нет, вот за такой вот... Не, ну такой реально это дерьмо. Ну, прям вообще крайне такой фильм делать. Сделали бы ролик, что все, ну, и поехали, конец. Зачем вы мне показываете то, что я уже видел на протяжении 150 часов? Или сколько там? Я уже накатался в этой игре. Это диалоги можно было в ролик вставить. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. Да, мы это уже проверяли. Может, думаю, тачку начистим. Поехали. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believe we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Exactly.
I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggar's belief. Добро пожаловать в политику. Did you know that King Wenceslas is such a Feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trust in your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? Давайте, пожалуйста, заканчивайте уже. Это уже явно не то, чего я хотел. If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him, mind. He's a weasel. No doubt about that. Только искать морально вот сейчас. Вот где мы там едем? Тут. То есть мы будем ехать сюда, да, куда-то? Или вообще еще хуже, куда-нибудь сюда? Do you know anything about Prokop? Ну, мать Sir вашу. Hanush can tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Yops. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Iglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? Я ничего не могу поделать. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care. Я серьезно думал, что уже все. Fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. Давай, чувак, быстрее, погнали. And that Berghoff we're going to see, do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. Не, ну нельзя так делать. Можно это было бы делать в 5-минутном ролике, все рассказать. Но не вот этим заниматься. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back in their old tricks. Еще едет он еле-еле, вот это вот еще самое веселое. Надо бы галопом бахнуть. Мы рысью. Давай, быстрее, галопом по Европам. Тем более мы уже больше не разговариваем. Ну, я так понял, все, да, мы подходим. Не, ну просто это реально, уже титры пошли, мы уже после титров. Минут сколько, 40-30 где-то? Офигеть. Причем, ладно бы... На этом все бы закончилось, но нас еще заставили куда-то ехать. Ну, вроде вон все, прямая. Блин, а мы даже вроде не рысцой бах.
Все, он заткнулся, значит можно ехать. А, лох, я первее тебя. Лесник. О, лагерь какой-то. Интересненько. Так, где мы? Давай уже быстрее заканчивайся, дорога. Я понял. Не сработало. Где там тачка? О, красава. Ускорился все-таки, да? Давай, быстрее. У нас там дела. Варимся. Ну как он-то чего? Нет, так дело не делается. Вообще, ну. Что, ты спать ложишься? Чувак, я с тобой только что ехал 15 минут. Неужели? Нет, ну я просто к тому, что, ну не то, что это плохо, но я не люблю вот такие вот затянутые, ну, излишне, непонятно зачем затянуты вот эти вот окончания. Вот, вот на вот это можно было сразу так вот все показать. Все, вот, вот. Сходу вот так вот. Без вот этой езды. Сейчас вторые титры, да, будут? Не, ну при этом я хочу сказать, игра крутая. Прям, ну, я доволен. Шикарно. Спасибо Стасяну за нее. Благодарность все ему. Ну и что, все? Закончится? Смотри, подожди. Давайте слушать музыку. Я услышал звук окончания. Все. Ну что ж сказать, вот мы закончили с Kingdom Come Slaves. Вот. Спасибо всем, кто был. Эта игра, кстати, стала тем, что мы набрали нужное количество людей, как при ней. Вот. Ну, в общем, следующее у нас Стражи Галактики. И они будут, возможно, наверное, послезавтра. Там как получится. Если дело... Ну, хотя, я думаю, по-любому хоть часик мы зацепим. Вот. А на сегодня все. Спасибо всем, кто был, есть и будет. Вы лучше. Всех люблю, целую, обнимаю.